Привет, мои дорогие подписчики! Мы продолжаем с вами тему полезных завтраков. И, конечно же, они должны быть вкусные и без сахара. Мы приготовим с вами сегодня чиа-пудинг. Он будет полезный, без сахара, но при этом сладкий. Приготовим его в двух вариантах. Это будет чиа-пудинг шоколадный с вишней и ванильный с манго. Я надеюсь, вам понравится. Приступим! Расскажу вам пару слов об ингредиентах. Обратите внимание, что семена чиа, топинамбур и растительное молоко нам нужно будет поделить ровно на двое из того, что вы увидите в списке, так как мы будем использовать это в разных блюдах. Все остальное в единичном экземпляре. У меня вишня была замороженная, я ее таяла, обязательно слила лишнюю жидкость. Манго. Сегодня в инстаграме я обязательно расскажу, как его выбрать, либо как его дозреть в домашних условиях. Подписывайтесь, заходите. Знакомьтесь. Растительное молоко можно использовать любое, в моем случае это кокосовое, как мы помним, без сахара. Какао-порошок, молотый шоколад, ну и, естественно, креманочки для того, чтобы красиво приготовить наш десерт. Для начала мы с вами сделаем заготовку для чиа-пудинга с шоколадом и вишней. Для этого нам нужно семена чиа перемешать с какао-порошком. Это необходимо делать в сухом виде, потому что если мы вольем молоко и потом всыпем какао, мы эти составляющие равномерно не сможем перемешать. Какао-порошок очень склонен к комкованию, обратите внимание. Поэтому я настоятельно рекомендую всегда в любых блюдах, не только здесь и сейчас, его просеивать. Мы просеяли какао-порошок. Теперь семена чиа с какао-порошком мы перемешиваем. Дело все в том, что какао-порошок очень легкий, и он просто всплывает на поверхность молока. Вмешать его в молоко без чиа не представляется возможным. Теперь в эту смесь мы уже можем добавить сироп топинамбура и растительное молоко. И вот теперь мы замешиваем все вместе для того, чтобы дать семенам чиа настояться, набухнуть и получить такую вязкую текстуру, плотную, похожую на пудинг. Пусть вас не смущает, что семена чиа всплывают на поверхности, кажется, что они не вмешались в молоко. В этом нет ничего страшного. Когда они впитают в себя влагу, смесь будет выглядеть совершенно по-другому. Пока я вмешивала смесь, прошло 1,5–2 минуты, и семена чиа уже начали впитывать в себя влагу. Они уже опустились. Мы видим, что консистенция потихонечку начинает меняться. Нам необходимо будет эту смесь отставить в сторонку на час-полтора, пока она не набухнет. Теперь нам нужно повторить ту же самую процедуру, но уже без использования какао-порошка. Сейчас мы будем делать заготовку с семенами чиа для второго пудинга с манго и ванилью. По сути, все то же самое. Мы вливаем топинамбур, вливаем растительное молоко. Сюда же, именно в этот момент, можно добавить буквально несколько капель экстракта ванили. У меня, к сожалению, его нет, это не страшно, но вы, если хотите добавить аромата, тогда, пожалуйста, 2, 3, 4 капельки, этого будет достаточно. Точно так же замешиваем, чтобы вмешать и топинамбур в молоко, и дать возможность чиа впитать влагу. Обе смеси готовы. Теперь оставляем их на 1,5 часа и чуть позже вернемся к приготовлению. У нас прошло где-то ориентировочно 1,5 часа. Посмотрим, какая консистенция получилась. Помимо того, что чиа впитывает в себя молоко, еще какао-порошок очень гидроскопичный, он тоже впитывает в себя лишнюю влагу, и поэтому консистенция у нас немножко гелеобразная. Сейчас же все просто. Нам нужно будет красиво вот в эту креманку упаковать слоями чиа с какао, вишню и посыпать все сверху молотым шоколадом. Ну что, приступим? Я стараюсь аккуратно накладывать чиа в стакан, чтобы стенки оставались чистыми. Таким образом десерт будет выглядеть более привлекательно. Но поскольку внешний вид его, как в лучших ресторанах, вы можете готовить его и для подачи, когда к вам приходят гости. Слои можно делать разной высоты, это не важно, как вам больше нравится. Я хочу сделать несколько разных слоев, поэтому делаю их небольшими.
Мы упаковали красиво вишню. Я стараюсь ягодки придавить к стенкам, чтобы их было хорошо видно сбоку. И далее мы опять покрываем это все слоем шоколадного чиа. У нас тут стоит такой невероятный аромат шоколада за счет использования какао-порошка. В этот раз увеличу немножко прослойку, обязательно разровняю. Далее будет использоваться вишня, и я посыплю ее молотым шоколадом. Это уже будет верхушка нашего десерта. Посмотрим, что у нас получается. Если в десерт попадает немного сока вишни после разморозки, это не страшно. Я, конечно, излишки слила, но вишня слегка полежала, и вода появилась еще. Красиво разровняем ягодки, чтобы получился аккуратный слой. Немножечко тут добавлю еще красоты. Теперь задекорируем верхушку колотым шоколадом. У меня шоколад крафтовый, здесь нет сахара, в нем используется мед. Он достаточно горький, но тут уже зависит все от ваших предпочтений. Я люблю горький шоколад в сочетании с вишней. Вкус получается очень интересный. Ну что, одна наша вкуснятина готова. Посмотрите, как привлекательно она выглядит сбоку. Не менее привлекательно она выглядит сверху. Сейчас мы с вами продолжим и приготовим второй вариант этого десерта. Для приготовления второго десерта я приготовила манго. Сейчас я его нарежу небольшими кубиками, он может быть полсантиметра на полсантиметра, для того, чтобы использовать его в начинку. Берем в руки мой поварской кинжал. Приступаем с вами ко второму десерту. У нас смесь без какао-порошка получилась более жидкая. Это не страшно, просто консистенция десерта будет слегка отличаться. Попробуем? Принцип действия абсолютно такой же. Мы укладываем слоями чиа и фрукты. Десерт визуально будет выглядеть совсем по-другому, потому что смесь у нас теперь светлая. Я вам напоминаю, что если вы добавите несколько капелек экстракта ванили, смесь будет иметь очень приятный ванильный аромат. Она и так у нас сладкая, очень вкусная. С ванилью будет вкус еще интереснее. Укладываю семена чиа вторым слоем. Получилась вот такая красота. Поскольку я являюсь большим любителем миндаля, у меня тут есть лепестки миндальные, я хочу сверху немножко посыпать для интересного вкуса. Ну, визуально это тоже будет выглядеть очень интересно. Ну что, наш десерт готов. Буйство красок, буйство цвета. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. А вам приятного аппетита!